Всем привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. И это видео очередной реальный обзор. Приехали к нашим друзьям в холодильник.ру, чтобы снять недорогие узкие шириной 45 сантиметров встраиваемые посудомоечные машины. Здесь, конечно, много бытовой техники на разный кошелек, поэтому мы и приезжаем сюда частенько. Вы тоже приезжаете и заходите на холодильник.ру. В этом видео у нас получается три ценника. До 30 тысяч, далее около 35 и потом делаем более значительный шаг вверх, около 45 тысяч. Три модели. Вот мы и посмотрим, что пользователь получает, заплатив по-разному. Почему мы говорим именно об узкой встройке? Все просто. Это наиболее популярный в России сегмент, если мы говорим о посудомоечных машинах. Именно такие мы с вами чаще всего покупаем на нашей кухне. Flex – это бренд российский и с несколькими производственными площадками в разных странах мира. Ребята давно на рынке, с 2005 года, и выпускают под этой маркой не только разную бытовую технику, но и, например, кухонные мойки и смесители. Посудомойка Lex, которую мы взяли в этот обзор, это китайское производство. И эта модель, она прямо классический такой образец базовой посудомоечной машины. Начнем с корзин. Тут их две, не три, как сейчас модно. Но никто пока от этого не умирал, честно говоря. Для столовых приборов используем по классике эту корзинку, ставим ее вниз. В самих корзинах кое-что складывается, снимается. То есть есть некоторая вариативность пространства для разной посуды. Верхняя корзина переставляется по высоте, чтобы можно было мыть посуду разных габаритов. Например, поднял и что-то более объемное помыл в нижней корзине. Отличный здесь базовый такой набор программ. Вот все, что нужно. Цикл для интенсивного мытья, для очень грязной посуды, повседневный цикл для средней загрязненной. Это вот будет ваш основной, думаю, если такую модель приобретете. Естественно, эко-цикл, он есть во всех посудомойках. Температура воды 45-50 градусов, то есть немного пониже, чем в первых двух циклах. Само мытье подольше, так электричество меньше тратится, потому и эко. Есть еще, кстати, мытье за 90 минут для не супер грязной обычной такой посуды. Тоже, думаю, зайдет эта программа. Плюс то, что будет наверняка меньше использоваться, цикл для не слишком грязной, хрупкой посуды и еще программа совсем короткая, за 30 минут мытье в 40-градусной воде и без сушки. Не хватило мне тут только цикла предварительного ополаскивания, чтобы собирать посуду весь день и на ней не засыхали остатки пищи, чтобы потом, вечером, к примеру, использовать менее интенсивный цикл для мытья. Почему-то решили без него в этой посудомойке обойтись. Но, кстати, пишите в комментариях, так ли он вам нужен, важен, пользуетесь ли этой программой. Есть таймер отсрочки старта. Если у вас ночью электричество дешевле, то можно как раз так все настроить, чтобы ночью посуда и вымылась. И да, еще есть кнопка «Половинная загрузка». Тут смысл в том, что если посуды мало, то активируйте эту опцию, и машина потратит меньше воды, процентов на 15, времени и электроэнергии на мытье. Загружать посуду можно в обе корзины. Такой, знаете, цикл для очень экономных. Но ничего плохого в нем я не вижу. Если мало посуды, если в итоге все отмывается на этом цикле, с такой экономией, то почему нет, почему не сэкономить? Собственно, это все главное об этой посудомойке. Повторюсь, хорошая базовая модель, без наворотов, но со своей задачей справляется. Посуду она отмоет. Это хороший вариант, например, для тех, кто покупает технику в квартиру, которую будет сдавать в аренду. Все, что нужно есть, кухня у вас с посудомоечной машиной, прокачанная получается, но денег вы на эту модель потратите немного. Первое, что бросается в глаза, когда открываешь эту посудомойку, это красные корзины для посуды. Вот сложно сказать, есть ли какие-то практическое значение, у такого решения. Но как-то веселее, что ли. В нашей жизни так много серости, а тут раз и красные корзины. Фишечка. И только далее замечаешь, что корзины этих у этой встраиваемой узкой посудомойки Куперсберг три
3 корзины – это удобно, потому что столовые приборы, утварь кухонную можно разместить в ней, в третьей. Не нужна классическая вот эта вот корзинка маленькая для всего этого. И не занимает она место в нижней корзине, и больше посуды туда в итоге помещается. Если верхняя корзина мешает, ее можно снять и разместить в средней, что-то такое покрупнее. Конфигурация самой корзины тоже немного изменяется, опять же, чтобы удобно было размещать в ней или под ней разную утварь, посуду. Напишите, кстати, в комментариях, вы за классическую маленькую корзинку для ложек и вилок или за такую вот третью полноценную практически корзину и почему. Средняя корзина, конечно, с изменяемой высотой установки, и тут уже ощутимо удобнее и проще в этом плане. Все уже не базовый неудобный вариант. Просто контролируйте все рычагами вот этими красными с двух сторон. Это несложно и безопасно. Есть в корзинах складные держатели и полочки. Кроме того, и это очень круто, в стандартную комплектацию здесь входит специальный держатель для бокалов. Этой хрупкой посуде все же желательно уделять особое внимание при мытье. И вот тут это максимально легко сделать. Бокалы закрепляются под правильным углом, устанавливаются и в итоге будут чистыми и сухими. А что касается программ мытья, то я бы отметил здесь автоматический цикл. Да, его, конечно, смысл в том, что машина понимает степень загрязнения и загрузки посуды. Она это определяет по первым смывам в начале мытья. И далее уже создается алгоритм мытья, температура воды, объем, время, исходящие из конкретных условий. Это позволяет немного экономить ресурсы. Не скажу о какой-то глобальной экономии, но все же немножко можно сэкономить. Ну или можете использовать классические циклы для посуды с разным загрязнением. Они тут тоже есть. И круто еще, что если посуды немного, можно загрузить ее в одну корзину и отключить подачу воды к другой. По сути, это режим половинной загрузки, но вот такой вариативный. Есть таймер отсрочки старта. И еще я бы отметил луч на полу. Это важный момент для встройки. Когда посудомойка работает, на полу рядом есть световая индикация. Когда мытье окончено, она гаснет. Удобно, потому что, взглянув на встроенную посудомойку, вы никак не определите, моет она еще или уже все. Даже шума особо не услышите, потому что современные модели, они тихие. А вот такая технология, луч на полу, она помогает понять, моет или уже все. Реально отличный и не супер дорогой для встройки вариант от Куперсберг. В сравнении с базовой моделью Lex мы доплачиваем очень немного, а получаем заметно более такую продвинутую модель. Тут вам и третья корзина, и автопрограмма, и держатель для бокалов в комплекте, и возможность мыть посуду только в одной корзине, не подавая воду к другой, и луч на полу. Это уже не в квартиру, которую сдавать дешево и сердито, это уже для себя хороший вариант. Я много видел, тестировал посудомоек, и по поводу этой модели, считаю именно так. Узкая встраиваемая посудомойка Кертинг. Заметили уже, да, что синие корзины тут для посуды. У Куперсберг красные, тут синие. Выбирайте, кому что нравится. Тоже есть третья корзина для столовых приборов и утвари. Тоже она внутри со слегка изменяемой геометрией, скажем так, чтобы разная утварь помещалась, чтобы в ней или под ней мыть разные предметы. Средняя корзина с регулировкой по высоте, и тоже облегчен этот процесс, максимально удобно. Есть складные держатели и съемные полки в корзинах. Есть в комплекте и держатель для бокалов тоже. Тут они прямо родственники с Куперсберг. По программам есть автоматическая, о ней мы говорили уже в этом видео. Вполне она пригодится для такого повседневного использования. И логично, что раз автоцикл есть, то от обычного повседневного решили отказаться. Оставили интенсивный для очень грязной посуды и добавили еще цикл Baby Care для детской посуды, бутылочек. Вот для этого он рекомендован. Максимально эффективное мытье в очень горячей воде, по сути, почти дезинфекция детской посуды.
кому-то точно пригодится. Ну и помимо прочего, есть здесь предварительное ополаскивание, мое любимое, да? Оно пригодится, если собираете посуду в течение дня, чтобы помыть все вместе вечером, вот, например, да? Есть и таймер отсрочки старта на 24 часа. Также отмечу активную сушку. Вокруг рабочей камеры есть дополнительный теплообменник. В финале мытья температура в самой рабочей камере высокая, а в теплообменнике вода холодная. Поэтому, а еще благодаря циркуляции воздушных потоков, возникающей из-за разницы давления, конденсат с посуды активно переходит на стенки рабочей камеры. Посуда высыхает, и качество такой сушки, вполне неплохое. Но если не нравится, можно с некоторыми программами мытья активировать еще опцию «Экстра сушка». В этом случае обещают лучший результат за счет более горячего финального ополаскивания. Чем выше температура воды, собственно, тем быстрее и лучше она испаряется с посуды. По мне, так это немного маркетинг, честно говоря. Просто при стандартном ходе программы ополаскивание финальное менее горячее, чтобы вписаться в нормы по расходу электричества на цикл. Поэтому и результат сушки может быть хуже. Вот вам, пожалуйста, спасение, опция «Экстра сушка». Вот так. Несомненно, есть у нее свои плюсы. Это и третья корзина, и специальный цикл дезинфекции практически для детской посуды, да для любой. И автопрограмма, и сушка с теплообменником, и, черт побери, с этой веселой опцией «Экстра сушка». И половинная загрузка тоже есть, и луч на полу, кстати, тоже предусмотрен. Хороший вариант. 3 машины мы изучили довольно подробно. И что бы я взял себе, да? Я все же уже ушел от базовых посудомоек, с которых начинал когда-то 15 лет назад использовать посудомойки. И мне хочется уже более продвинутый уровень. Поэтому тут я выбирал бы между Куперсбергом и Кертингом. По сути, по функциональности они, близки. Отличия есть, но не глобальные. А раз так, тут в игру вступают деньги. Куперсберг на момент съемки здесь, в холодильник.ру, заметно дешевле. И я думаю, остановился бы на этом варианте. Потому что, повторюсь, различия между ней и Кертинг для меня не очень велики. А тогда зачем платить больше? Есть бренды, за которые люди доплачивают, просто потому, что им этого хочется. Вспомните Dyson в пылесосах или Miele в стиральных машинах. Но относится ли к ним Кертинг в сегменте посудомоек? А вы как думаете? Хотя, повторюсь, обе модели сами по себе весьма неплохие, и рекомендовать к покупке я могу именно обе, 2. А что вы думаете? Go в комментарии. Спасибо Холодильник.ру за неоценимую помощь в организации съемки. Круто, что у ребят реально много бытовой техники на разный кошелек. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, плюс мы есть в Яндекс.Дзене и в соцсетях, а также есть сайт Toster.ru, туда тоже welcome. До новых обзоров и тестов. Пока!